Мы используем контакты на лобной доле, это вот два контакта, которые считывают, и на затылочной доле два контакта. Над ушами и средние это референты земля, которые представляют сигнал для сравнения. То есть, считывая данных с обоих полушарий, мы, собственно, и измеряем сигнал мозга и находим те команды, которые нам необходимы. А это лаборатория ростовских ученых. Здесь нейрофизиолог, инженеры и программисты учат людей с ограниченными возможностями печатать текст на планшетном компьютере силой мысли. И телекинез здесь ни при чем. Я зацепился на Н и считаю... Да, старт нажал. Сейчас Дмитрий Сухоносов проходит так называемую калибровку. Устройство должно запомнить особенности работы мозга этого молодого человека. Дмитрию необходимо сосредоточиться и постоянно думать о букве, которую он хочет напечатать. На экране поочередно высвечиваются символы. И как только появляется нужный, мозг подает сигнал. Электроды его улавливают, компьютер обрабатывает, и буква печатается. Никакой мистики. Сначала программа предлагает выбрать область, где находится желаемая буква. Когда выбирается область, следующим этапом идет выбор конкретной буквы. С одной стороны, кажется, что это может занимать много времени, но при получении определенной остановки, то есть ты быстро выбираешь область, быстро буква напечатается, ты переходишь к следующему. Для Дмитрия это просто эксперимент. Особенность его состояния здоровья позволяют печатать традиционным способом, но у него есть полностью парализованные друзья. Им эта разработка просто необходима. Меня заверили, что это безопасно, поэтому не было. Ну, было необычно, потому что я первый раз сталкиваюсь с этим. И, для меня, в принципе, это только как что-то, нечто новое, неожиданное. Страха никакого не было. Больше, наверное, да, это из рода фантастики. Из рода фантастики и то, что обычное инвалидное кресло можно сдвинуть с места все той же невидимой силой мысли. Юлия Мошева пытается осмыслить происходящее. Девушка получила травму еще в детстве. Что значит свобода движения, ей трудно даже вспомнить. А сейчас только стоило подумать, и инвалидная коляска начинает двигаться. Растерянность, никак не поймешь, я это управляю или кто-то со стороны. Но оказывается, что я, и вот это осознание как-то не доходит. А так потрясающе. Так как мысль работает. Электроды считывают активность мозга, компьютер преобразует ее в команды и отправляет по беспроводной связи Bluetooth в пульт управления коляски. Такие сверхспособности пригодятся людям с травмой шеи или спины и тем, кому просто неудобно управлять инвалидным креслом. Это все те же самые команды, только мы не используем естественные нервно-мышечные каналы, которые в ряде случаев могут быть просто отключены в результате повреждения или травмы, или хирургических операций. Это тоже бывает. А вот известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг общается с помощью компьютерного синтезатора речи. Большая часть мышц в его теле парализована, подвижной остается только щека. Ее фиксируют сенсоры на очках. Этот же сенсор управляет виртуальной клавиатурой на компьютере, с помощью которой и работает синтезатор голоса. Если человек имеет инвалидность, он должен сконцентрироваться на тех вещах, которые он способен делать, а не жалеть о том, чего делать не может. В свои 75 он до сих пор ведет активный образ жизни, занимается наукой, выступает с докладами, а также собирается полететь в космос по программе туристических суборбитальных полетов. Для Юлии нейроинтерфейс – это способ обрести самостоятельность. Без родственников или друзей на улицу не выходит. Чтобы вот из дома выбраться, если еще и сделать нормальный пандус в доме, то на электроколяске и вот так силой мысли далеко можно уехать. Это здорово, это движение по городу, сам все, всякой помощи, полностью независимость. Куда захотел, туда поехал в любое время, в любое настроение. Пока авторы высокотехнологичных изобретений для инвалидов работают на энтузиазме и веря в то, что их разработки действительно смогут быть полезны людям с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, мы знаем о таких разработках, мы с ними сотрудничаем, но пока в рамках реализации программы «Доступная среда» финансирование таких мероприятий у нас не предусмотрено.